Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за ваши подписки, за ваши лайки, комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада – исповедь в тени. О чем он молчит днем, но в чем готов признаться тебе в своих снах. Расклад будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после сигнификации загаданного вами мужчины. Сегодня вы загадываете мужчину. Вспоминайте его глаза, улыбку, тембр голоса. Вспоминаем. Назовите его имя. Какой он, этот мужчина? И днем он может быть кем угодно. Успешным профессионалом, равнодушным бывшим или просто занятым мужчиной. Его эго выстроило высокие стены, чтобы ты не увидела его слабость. Но ночью, когда защиты падают, эти стены рушатся. В своих снах он не командует. Он ищет твою руку. В своих мыслях перед сном он не спорит. Он признается. Итак, сейчас сделаю сигнификацию этого мужчины. В конце видео будет совет психолога. Надеюсь, это будет интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. Мужчина. Какой он? Вспоминаем хорошие, девочки. Какой мужчина пришел к нам на расклад? Ух ты. Звезды, рыбы. Какой он? Рыцарь. Интересно. Буду уточнять. Это он вампир? Нет. Получается, не он. А унижение это он? Это его унизили? Офигеть. Спасатель это он? Да, он ищет спасателя. В чем это? Ой, да, такие какие-то странные карты. В общем, ладно, начинаем. По карте звезда, девочки, звезда, рыба. Вообще мужчина везунчик такой мне идет. Не очень не глупый. Может быть весьма известен в узких или даже в широких кругах. Опять-таки талантливый. Другое дело, насколько он эти реализует свои таланты. Но мне вот идет вот карта рыбы, это удача. Это, в принципе, как будто бы звезды ему благоволят, да, если можно так сказать. Может быть, из каких-то очень тяжелых ситуаций, в которых там его там даже друзья могут оказываться, да, или люди какие-то. Он может выйти победителем из этих ситуаций, да, везунчик даже в чем-то. Но тут еще параллельно с этим... Сейчас, о чем это больше? Ну да, урожай он собирает. По факту этот мужчина, ну, наверное, действительно идет к своей цели, и какие-то, тут уже он достиг каких-то результатов. Урожай уже какой-то собрал. Он очень, наверное, привлекателен для женщин. Скорее всего, в нем есть такая мужская какая-то, знаете, харизма. Так, ладно. Вот я уточнила, вампир. Тут рядом карты унижения, рыцарь. Девочки, тут такие карты странные. И тут мне рассказывают историю о том, что в прошлом у него какая-то была неудачная история, любовная история. Его унизили, причем, может быть, даже публично. Он почувствовал себя таким униженным, ему разбили сердце. И по карте Шабаш, а тут карта вампир, скорее всего, у него... какая-то есть, знаете, как озлобленность против женщин. Скорее всего, мужчина лишний раз не доверяет женщинам. По карте вот тут рыцарь такой, он, знаете, может быть очень импульсивным, знаете, как человек, который скорее может даже что-то сказать, как-то так вот импульсивно проявиться, особо не подумав, насколько это будет болезненно там, в нашем случае для женщин. Скорее всего, у него как прививочка такая, знаете, уже, к сожалению, да.
Какая-то женщина его тут то ли любовь его высмеяла, то ли обесценила его какие-то чувства. Поэтому он не доверяет, это мягко говоря, женщинам. При этом, если он не свободен, тут мне как-то карта дом, вот тут такой вот спасатель, то вполне возможно он связал жизнь свою или связывает с женщиной, которая, ну, будет жертвенно как-то проявляться, терпеть его тут какие-то, может, не очень красивые его поступки, да. Повторюсь, характер тут не сахар. И он считает, что он прав во многом. Почему? Потому что он тут, ну, как будто насчет женщин у него уже было одно мнение, да, может быть, он так был настроен по одному, а тут как будто бы какая-то женщина полностью перевернула его впечатление, да, может, мнение о женском роде и в очень нехорошую сторону. Вот как-то так мне идет. При этом, повторюсь, если он с какой-то женщиной тут находится в близких отношениях, она, ну, вот по типу спасателя, да, может быть, в дом тут спасатель, вот тут какая-то женщина, повторюсь, она соглашается на какие-то взаимоотношения, которые на самом деле, ну, мало кого устроят, да, то есть закрывает глаза на его какие-то поступки, на какие-то его проявления, может быть, на недостаточно его какую-то там вовлеченность в отношения, недостаток внимания. Это все как будто бы, знаете, он может с этой женщиной входить в отношения, а потом же ее и унижать. Вот как-то тут так вот, тут карта унижения, его унизили, мне показано, и разбили ему сердце. Поэтому сейчас дом, взаимоотношения, может быть, он неосознанно, но он как будто бы женщина мстит. Мстит какой-то этой одной женщине через даже тех женщин, с которыми он может находиться рядом, в социуме, даже карта сад. Ну, как будто он это унижение возвращает другим. Ну, мне так показали. При этом я не могу сказать, что он от этого кайфует. Нет, не думаю. Печаль. Вот и карта дом, печаль, состояние такое какое-то, знаете, ему бы хорошо это все проработать, так как это как какой-то замкнутый круг. После того, когда он опять там, может, с какой-то женщиной попадает в отношения, которые по факту они не приносят радости ни ему, эти взаимоотношения, ни этой женщине. Печаль какая-то вот во взаимоотношениях в этом доме. Знаете, так интересно, он и хотел бы, может быть, чистой какой-то любви, и он и задумывается об этом, но при этом карта привязь, руки связаны, и тут карта подчинения. У кого-то это уже он во взаимоотношениях, и они изначально как будто, знаете, ну, знаете, как отравлены, изначально уже неправильно выстроены, да, что-то пошло не так. Или же он является сам, вот не проработал вот эти вот травмы, которые у него идут еще, может быть, с юности. И он может тут входить в любые взаимоотношения. Они могут быть сразу на первом этапе вообще классными-классными. Но потом вот подчинение, как будто бы он возвращается на круги своя, да, опять совершает те же самые поступки, какие-то его реакции. Повторюсь, это из-за его опыта. Я тут не оправдываю никого, но тут какая-то закономерность, как будто бы для него в здоровых сейчас взаимоотношениях находиться. Он может сам даже провоцировать какие-то ссоры. Что-то тут такое, доказывать. Как будто бы ему очень важно понять, что женщина действительно его ценит, им дорожит. При этом он может этой женщине боль причинять. Мне так идет. Ну, такой человек травмированный очень. Как-то мне так показали. Такая сигнификация этого мужчины. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, мы смотрим исповедь в тени. О чем он молчит днем, но в чем готов признаться тебе в своих снах. Первое у нас идет. Какой образ он демонстрирует в реальности сейчас? Там холод, занятость, контроль, отстраненность. Что он демонстрирует? Следующее.
Давайте посмотрим, что он не позволяет себе осознать в дневном состоянии, но проявляется ночью, да? Какая-то подавленная эмоция. Привязанность, страх, желание, сожаление. И это в отношении вас. И давайте посмотрим причина подавления. Почему он это скрывает? Гордость, страх уязвимости, может быть, какие-то социальные ограничения. Давайте посмотрим. Начинаем. Первое у нас маска дня. Какой образ он демонстрирует в реальности сейчас? Холод, занятость, контроль, отстраненность. Желание сбежать, какую-то мстительность, зеркало, подозрение, точки над «и». Странно. Желание сбежать откуда? О чем это? Карта игра. Шабаш. Земля. Ну, давайте так. Мне вот тут карты говорят о том, что на самом деле мужчина как будто бы транслирует то, что я знаю прекрасно правила игры, по которым играют все тут. Ну, типа, все носят маски, и я в том числе. Я уже не буду таким безоружным, беззащитным. Нет. Время уже этого всего прошло давным-давно. Я изменился. Тут карта игра, как будто бы я не буду открывать свое истинное лицо, свои истинные намерения. Нет, нет, нет. При любой какой-то угрозе даже снять, сорвать с него эту маску, да, или там вывести его на типа а-ля на чистую воду, или достучаться до него, да, может быть, задать прямой какой-то в лоб вопрос, он будет сбегать. Как будто бы нет, 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 спасибо. Я уже как будто бы в эти игры не играю, я знаю правила игры. И тут опять эта карта Шабаш, игра и карта Шабаш, это говорит о том, что он в принципе, опять-таки, как карта, он не доверяет женщинам. Он считает женщин, тут, знаете, такими, которые могут быть очень хитрыми, лицемерными, вот он так считает. Не знаю, как насчет всех, но уже опыт у него тут есть какой-то, и у него четкое уже видение каких-то взаимоотношений, вот так вот он. Опять-таки, отражение. По этой карте я хочу сказать, он старается себя вести, вот полностью отзеркаливать. Вот как к нему люди относятся, так и он отзеркаливает. Но при этом, опять-таки, маску он не снимает. При этом помнит все, очень мстительный. Он помнит, вот ну, тут болезненный какой-то урок ему преподал кто-то там, да, из женщин. И он это помнит, он теперь это проецирует на все свои взаимоотношения. Так, карта подозрения, меч. Тут даже если кто-то пытается, да, пробиться сквозь этот какую-то железобетонную эту стену, своей искренностью достучаться до него, даже он никому не дает даже повода подозревать, тут подозрение, что он может быть другим, или он готов открыться. Нет, тут подозрение, карта меч. Человек сознательно будет вас останавливать, если вы будете там, ну, не знаю, что там, взывать к чему-то, или там, повторюсь, вызвать его на откровенность. Нет, он скорее так, может быть, корректно, у кого-то даже некорректно. Нет, будет этого всего избегать. Ну и показано по карте Земля, какую маску он носит, в принципе, демонстрирует образ. Образ стабильного мужчины. Мужчина, который знает, что он делает, к чему он идет. Мужчина, который прекрасно изучил правила игры. Мужчина, который, ну, карта Земля, тут и стабильность, в том числе и материальная для него в приоритете. Тут нет эмоций. Тут мужчина, который показывает, я все свои эмоции держу под контролем. Более того, в любое
попытка вовлечь его в какие-то, может, эмоциональные качели. Тут вот у него сразу этот такой инстинкт сбежать подальше. У него сразу вот этот опыт всплывает какой-то перед глазами. Вот что такое. Так, отражение, это что? Ну, вот спрашиваю, зеркало это отражение, говорю, отзеркаливает он это, и карта бумеранг. Да, вот он сразу же, как к нему, так и он возвращает. То есть любые тут попытки им проманипулировать или вызвать тут какие-то эмоции даже, повторюсь, вот, даже, не приведи Господи, у вас мысли не родилось какими-то манипуляциями, да, пикаперскими многоходовочками, эмоции у него какие-то, дабы, ну, вызвать, да, пробудить эмоции, вызвать. Ой, нет, тут карта бумеранг, это вам вернется 1000 раз сильнее. Скорее всего, после очень болезненного какого-то разочарования в любовной сфере, тут мужчина изучил, может быть, и вот эти все пикаперские ходы, многоходовочки, может быть, даже как-то увлекался он тут. Я не удивлюсь, если он, может быть, пытался даже самоутвердиться. Может, несколько раз, да, вот такими многоходовочками. Ну, что-то такое. Ну, вот такая маска у меня. Тут, конечно, такой мужчина, он показывает, вообще не подходи ко мне, вообще. Лишний раз, ну, сердце я тебе точно никакое не открою и не подумаю даже. Нет. Ну, что-то такое. Так, давайте смотрим следующее. И что же он не позволяет себе осознать в дневном состоянии, да? Привязанность, страх, желание в отношениях вас, сожаление о чем-либо, подавленная эмоция. Странно. Так. Дом, звезды. Победа — это его победа. В отношении вас. Так, еще вытащу вот из этой колоды. Может быть, какие-то карты мне подскажут. Так, все-таки выскочила прям карта. Вот. Так, ладно, начинаю. Что он не позволяет себе осознать в дневном состоянии? Это привязанность, страх, желание, сожаление. Тут у меня вышла карта Дом и Звезда. И сюда же я доложила карта Карма. Давайте так, он, может быть, не признается себе, но это же в отношении вас, что в общем он хотел бы с вами дома, это для него мечта, но для него это карма, да, это как урок какой-то, который он то ли не проходит, то ли он откладывает этот урок, да, давайте так вот. При этом основной какой тут посыл, вот подавленные эмоции, подавленные. Человек рад был бы, тут карта весы такая своеобразная, видите, на одних весах сердце, на других весах это символический мозг, да. Он готов был бы в идеале, может быть, с вами выстроить эти взаимоотношения, где он бы позволил своему сердцу, ну, открыться вам, да,
То есть не контролировать полностью мозгом эти эмоции. И он тут как будто бы подавленные эти эмоции, это о том, что победа, да, он хотел бы победу получить, карта семья, может быть с вами эту семью создав, но при этом у меня выскочила на эмоции карта, вот смотрите, она такая своеобразная. Сидит эта раненая девушка, тут ангелочек с крылышками, у нее из сердца капает кровь, да, и по каплям крови, тут капли крови превращаются в лепестки роз, и по лепесткам этим роз идет хитрый лис, и он ищет эту девушку. Это история о том, что он и вам до конца не доверяет. Он говорит, я боюсь открыться, боюсь, потому что я подпущу, ну, вас, соответственно, и вы можете как воспользоваться его уязвимостью, да. Он не хотел бы быть этим человеком, который на те же грабли наступает, да. Слишком болезненно у него уже было это какое-то, я не знаю, потрясение тут у него произошло с ним, что-то тут такое болезненное. Так, тут так как-то, ну, привязанность, да, есть к вам, страх есть, желание, знаете, тут какое-то такое сочетание, вот карта дом, звезды, творчество, победа, весы. Это как будто бы история о том, что он понимает, что с вами могло бы быть так классно. И он говорит, она как будто бы по звезде, вот она подходит мне идеально, я это чувствую. Но при этом карта карма мне говорит о том, что этот шанс он есть. Может быть, у многих еще и сохраняется, но как будто бы рискнет он или нет. Первый шаг это по карте собака, тут и рядом карта это весы, это открыть свое сердце, подпустить, хотя бы из позиции друзья, да, начать общаться. Ну, общаться при этом открыто, да, искренне. Так, подавленная эмоция в отношении вас. Но опять страхи какие-то. При этом страхи, которые он много сам себе еще напридумывал. Видите, тут по этой карте девочки маленькие обнялись за кубиками и пугаются какого-то зайки огромного, но у зайца этого нет ни зубов, ничего. Это страхи вымышленные, это его страхи, надуманные, гиперболизированные в отношении вас. Вот такие какие-то эмоции. Что ночью, какие эмоции? Тут очень много как будто бы нерешительности. Видите, тут женщина пишет эти письма какие-то, комкает, бросает, ветер вокруг, вот какой-то водоворот. Он будто бы и пытается, ну, борьба с самим собой, я хочу сказать. И головная боль. Ну вот и карта влюбленная, да, смотрите. На самом деле это больше карта шестерка кубков, да, она карта кармическая, кармических партнеров. Это люди, которые пришли в жизнь друг друга для того, чтобы изменить, для того, чтобы каждый из них стал лучшей версией самого себя, открыл в себе много хорошего, светлого, доброго, свою душу пробудил даже. Тут именно в шестерка кубков, видите, в этой колоде это девочка в башне, и к ней тут подбирается по этому дереву такой зверек какой-то волшебный. Он приносит ей тут всякие сладости, вкусности, тут зеркальце какое-то, в которое она может сама себя увидеть в это зеркальце. Это история о том, что, ну, на самом деле его душа вот тянется к вам, но он это всячески подавляет. Тут как будто бы он такой, знаете, шаг вперед, 3 назад. Собака, это друзья, это больше даже не в плане сексуальное влечение, это в плане того, что могу ли я этой женщине открыться. Она та самая, как будто бы его душа к вашей душе вот тянется. Это больше об этом. Какие еще эмоции? Ну, вот тут туз кубков. Я в ней вижу себя. Туз кубков, шанс в любви. Эта женщина для меня олицетворяет этот шанс. В ней множество всего того, что я
хорошего видел в женщинах, да, вот видите, тут это одна женщина держит в себе, тут много вот этих вот маленьких куколок, этих девочек, да, то есть в вас он видит множество прекрасного, того, что он видел вообще в женщинах. Ну, другими словами, где-то как будто бы у него даже такой момент, как его сердце оттаивает, и он надеется, что, может быть, вы являетесь той самой женщиной, которая, ну, своего рода может изменить его мнение, может быть, о женщинах. Вот вы меняете его мнение. Но это так, все, знаете, это шансы, это не, пока не особо взятые шансы. За то, что он, скорее всего, ночью, вот те эмоции, они подавленные, они ночью просыпаются. Давайте из эротической возьму. Подавленные эмоции. Ночью, что больше? Ну, он вспоминает прошлое с вами. Какое-то прошлое, какие-то образы по этой карте колесница. Именно в Монарии это то, что тут женщина откручивает на кинопленке, то, что было в прошлом. И вот что-то с вами связанное, он в этом находится, погружается в это. И опять карта эротических фантазий, опять он о чем-то фантазирует, с вами связанное. Ну и опять, теперь туз жезлов, ну, девочки, он говорит, сердцеедка, она съела мое сердце. Ну, тут такой нюанс тоже, знаете, туз опять огня. Туз кубков, туз любви, да, туз воды, тут туз огня, туз жезлов. Ну, сексуальное влечение – это женщина, которая является для меня желанной, привлекательной. Но тут все равно подтекст. Он очень боится опять того, что какие-то манипуляции могут вами быть проведены, да, осуществлены. О том, что вы тут намного опытнее, чем вы можете даже казаться. Ну, вот. Какая-то все равно страх и опасность, он это считывает. Ну, не совсем он доверяет, хотя тянет его. Тут качельки, конечно, с его стороны. Ну, вот эта вот карта, она очень, так можно сказать, наглядно показывает. Карта весы, да, и с одной стороны это сердце, с другой стороны мозг. Карта победы. Ему так хотелось бы правильно сделать выбор. И смотрим. Почему он скрывает это все? Причина подавления. Гордость, страх, уязвимости, социальные какие-то ограничения. Так, ребенок, алкоголь, хранительница, свадьба, букет. Ну, если у него уже там союз, брак, то он... Ну, тут может быть у кого-то и ребенок, да, карта ребенок все-таки вышла, карта свадьба, букет. У кого-то это может быть, почему скрывает, потому что он говорит, я знаю, как это все может быть классно начинаться, но потом, допустим, входишь во взаимоотношения, карта свадьба, какие-то появляются тут у тебя, ну, ответственность, да, какие-то обязательства, у кого-то ребенок. И может эта вся картинка, это все меняется. Почему? До конца непонятно мне, почему, на самом деле. Почему он... Почему он это все скрывает? Но если тут прочесть, он создал такой амплуа, да, такой образ по карте хранительницы тут мудрого, уже такого человека, который много испытал, на все у него своя точка зрения, опытный. Тут такой, как будто бы для него очень, опять-таки, повторюсь, важно вот этот образ какой-то, с одной стороны. Не хотелось бы ему показать эти эмоциональные эти качели какие-то.
Тут страх уязвимости, да. Не хотелось бы ему показаться где-то наивным, как ребенок, вот таким. Кстати, у него могут появляться эти желания где-то как-то, может, проявиться. Тут карта алкоголь, если он, вы знаете, не против где-то там провести время, так и, может, чрезмерно иногда увлекаться алкоголем. Может быть, состояние такого алкогольного там опьянения у него может накатывать такое желание. Вот ребенок, алкоголь, это как может открыться, да, но при этом потом он сам себя как контролирует, включает вот эту защиту и говорит: нет, стоп, стоп. У кого-то эта защита, это его уже нынешние взаимоотношения. Это о чем? Чем он скрывает? У кого-то он видит вас. Карта букет прекрасная, может быть, романтичная, и даже, может быть, не хотел бы переходить какую-то черту. Хотел бы, чтобы такой образ у него и создавался по поводу вас, а у вас по поводу него. Вот в каком-то этапе, если ваши взаимоотношения остановились, вот, ему кажется, этого достаточно. Почему? Потому что он думает, что при дальнейшем каком-то сближении вполне возможно карта горы, тут будут сразу трудности какие-то, и это все равно бесплодно, ни к чему хорошему не приведет. Вот как есть, так и говорю. У кого-то еще может воспринимать вас довольно-таки привлекательной для других мужчин. То есть он понимает, конкуренция есть, понимает, что, может быть, вам действительно нужны какие-то реальные шаги, реальные проявления, и он понимает, что другие мужчины это могут вам дать. А если он начнет там проявляться, а потом, знаете, будут какие-то полушаги, полумеры, он понимает, дальше он не пойдет. Поэтому лучше не будет и не будет начинать. Да, скорее всего, он больше даже привык, чтобы женщины проявляли инициативу. Но если женщина это будет проявлять в тебе инициативу. Сообщения, письма. Нет, скорее всего, это в его... Нет, я вам не советую проявлять в отношении него никакой инициативы, потому что тут будет эффект такой противоположный. Тут, скорее всего, он не будет знать, что с этим делать, да, и он включится в какую-то игру, он даже может осознанно обесценить ваши попытки вызвать его на откровенность. Тут опять игра. Он говорит: я знаю уже, как играют в этом мире, по каким правилам ведется игра. Он не верит в какие-то искренние проявления. Он подозревает, что за этой какой-то типа а-ля искренностью стоят манипуляции. Так, то есть основное, почему он все это скрывает, какие-то, может быть, эмоции к вам там присутствуют, да, желание, шансы, он понимает, есть. Не готов он идти дальше, не готов там конкретно во что-то эту историю развивать, прикладывать усилия, правильно понимаю, не готов. Вы достаточно привлекательны, он это признает, и для многих вы привлекательны. Вы являетесь для него той самой музой, женщиной, благодаря которой его глаза блестят, да, благодаря которой этой женщине наполняется он энергией, вдохновляется, может быть, там и дела у него в бизнесе идут замечательно. И все прекрасно, если он, не приведи Господи, там еще, или приведи Господи, не свободен, то, может быть, благодаря этой энергии, которой вы его тут наполняете, у него и в семье все хорошо. Но дальше к чему? А дальше Иерофант, дальше он как будто бы осознанно, он то ли хотел бы, знаете, давай оставим незаконченный роман в парке на скамье, да, как Аллегрова, по-моему, с Крутым пели. Или же у кого-то действительно семья, у кого-то это какие-то убеждения его. Тут так как-то. Тут. И Иерофант, и дьявол. Тут у него такие качели, девочки. Тут он отдает отчет, насколько вы ему интересны, насколько привлекательны. Но тут у него борются и ангел, и демон внутри. Вот такой вот. По дьяволу влечение, да, к вам. Скорее всего, не совсем он его может контролировать, но пытается. Пытается этому противостоять, да. Вот какой-то такой сегодня у меня расклад. Тут у мужчинки эти качели, но при этом он такую железобетонную стену держит
перед собой. Это уже научен он как-то. Он сам себя-то как выдрессировал так реагировать. Он говорит, я знаю правила игры, я буду придерживаться этих правил. Тут вряд ли он откроется когда-то, вряд ли вы узнаете искренне его какие-то в отношении вас. Тут эмоции, помыслы, желания. Нет, вряд ли. И часто сновидения и какие-то вот эти вот предсонные образы, они часто отражают не внешнюю реальность, а какие-то внутренние эмоциональные конфликты и неразрешенные переживания. Ну, то, что у него тут, их много, этих переживаний, это правда. И конфликты у него и с вами связаны, и, повторюсь, еще в юности у него тут какой-то болезненный опыт. Тут все вместе. И в этих переживаниях могут проявляться и подавленные эти желания. Ну, тут подавленные в отношении вас 100% есть. По дьяволу. И страхи. И страхов тут у него очень много в отношении вас. И для него связь с вами – это действительно значимая эмоциональная связь. И все это не находит выражения в каком-то сознательном поведении. Остается в подсознательном, да? В осознанном он по-другому себя ведет. То есть это все не буквальное продолжение отношений, а вот символическая переработка опыта, в которой психика пытается интегрировать важные эмоциональные эти элементы. И ключевой момент здесь заключается в том, что сила таких образов, она определяется не какой-то мистической связью, а глубиной эмоционального следа, оставленного в памяти и восприятии человека. То есть вы для него интересны, важны. Он понимает, что какая-то часть его души кричит прям, возьми этот шанс, воспользуйся, да, возможностью. Эта женщина важна, эта женщина может изменить твою жизнь. Но при этом другая часть, не знаю, может быть, души, будто бы, может быть, его рациональность, его мозг, его уже этот опыт какой-то болезненный кричит, не подпускай ее к себе. Ты же не хочешь, чтобы нам с тобой причинили боль, да? Тут такое вот. Или более того, он говорит, не начинай это, ничем хорошим это не закончится. Какой-то такой сегодня расклад, девочки. Спасибо за то, что вы были со мной. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.